Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. Я, Саша Карельский, как всегда, не с пустыми руками. Вы наверняка помните, что на нашем канале выходила передача, где известный музыкант-виртуоз Мурат Арина делился своим мнением о Димаше, музыке и еще много чем интересным. Кто не в курсе, рекомендую ознакомиться с этим выпуском вот по этой ссылке. Так вот, наш большой друг Мурат Арина готовит уникальную книгу о Димаше, и не только, которую планирует вручить артисту на одном из его концертов в Германии. Надеюсь, они состоятся. Одна из глав этой книги будет посвящена ответам Мурата Арина на наши с Ваней вопросы. Да-да, мы тоже очень польщены таким вниманием и с нетерпением ждем выхода этой книги в свет. Однако, друзья, сегодня у вас есть уникальный шанс узнать, какие вопросы нас волнуют и как Мурат Арина на них ответил. Итак, внимание, вопрос. Вы часто утверждаете, что Димаш – ориентир для многих музыкантов, которые хотят внести в мировую музыку что-то новое. Подскажите, на ваш взгляд, можно ли уже сегодня трактовать творчество Димаша Кудайбергена как полноценную науку, которая, возможно, станет фундаментальной в музыкальном образовании будущего? Нет, искусство Димаша не является наукой. Его вокал основывается на фундаментальных знаниях, прежде всего на искусстве бельканто, которое позже он дополнил техникой эстрадного и джазового вокала. В этом смысле его уникальность состоит в его широком диапазоне, так как он может петь баритоном, тенором и сопрано. Обычно певцы специализируются в одной из трех категорий, хотя они могут также путешествовать в соседние районы, но не углубляться особенно далеко, а так, чтобы петь в двух категориях, это опасно для голоса. Тем не менее, знаменитый тенор Пласидо Доминго в последнее время поет и баритональные партии. На сегодняшний день только Димаш способен не только брать отдельные ноты в отдельных от основного голоса регистрах, но и полноценно петь в трех разных категориях голоса, что и является уникальным явлением. Но поет он в каждой из этих категорий, основываясь на технике вокала, которая развивалась несколько сотен лет и уже давно является фундаментальной наукой. Другое дело, я уверен, многие вокалисты уже изучают достижения Димаша в области расширения своего диапазона, и будущее покажет, удастся ли этого добиться. Когда Паганини опубликовал свои знаменитые 24 каприса, то многие скрипачи тут же назвали его шарлатаном, потому что посчитали, что эти каприсы невозможно сыграть. Паганини пришлось доказывать, и он в Париже перед публикой феноменально исполнил все свои каприсы. Сегодня его каприсы уже играют в школах. Роберт Шуман предложил каприсы Паганини на фортепиано. На скрипке я уже сыграл все 24 каприса. И если я сыграю и на фортепиано все каприсы, то буду первым, кто совершит такой подвиг. Хотя в школах молодежь и играет отдельные каприсы. Тем не менее, исполнение всех каприсов по-прежнему дано не каждому. А исполнить на скрипке и на фортепиано, по-моему, еще никому даже в голову не приходило. Я хочу сказать, что то, что вчера было невозможным, сегодня становится вполне реальным. Уникальные на сегодняшний день вокальные возможности у Димаша – это один из важных элементов его искусства. И кроме этого, он обладает и другими, не менее важными элементами, которые у него также находятся на высочайшем уровне. В одном из ответов я уже говорил о том, что искусство Димаша – это целый комплекс, состоящий из многочисленных элементов. Второй вопрос. Исходя из вашего мнения, Никколо Паганини был революционером в мире музыки, в результате чего музыка приобрела более глубокий смысл, нежели просто развлекательный. Как, на ваш взгляд, будет развиваться история музыки в будущем, учитывая вклад молодых талантов, в особенности Димаша? Да, я не раз сравнивал Димаша с Паганини,
так как считаю, что революция, которую совершает Димаш в развлекательной музыке, сравнима с тем, что Паганини произвел в области виртуозной. Никто так виртуозно не играл на скрипке до Паганини, так же, как никто никогда не пел раньше так, как поет Димаш. Паганини развил технику игры до границ человеческих возможностей, а некоторые его приемы игры до сих пор никто не может повторить. То же самое можно сказать о Димаше. Может ли кто-нибудь когда-либо повторять его трюки? Безусловно, Димаш дал импульс будущим поколениям, показал перспективу развития. И так же, как когда-то появилось много последователей Паганини, также уже сейчас, то тут, то там, еще никому неизвестные певцы приступают к освоению техник Димаша. Вскоре они появятся публично, и все повторится, как с последователями Паганини. Кого-то освистают, а о ком-то скажут: ну прям как Димаш. Но ни о ком, скорее всего, не скажут, что превзошел Димаша, как никто до сих пор спустя 200 лет не превзошел Паганини. Друзья, разумеется, это не все вопросы, адресованные нами Мурату Рена, поэтому, как говорится, продолжение следует. Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда Алга Петербург.